Приветствую вас на моем канале. Прежде чем карты откроют нам тайны, я хочу, чтобы вы забрали свое главное оружие. На моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи «Сама себе психолог». Я создавала этот плейлист, чтобы каждая из вас могла починить свою самооценку, выстроить жесткие границы. Поправляйте корону и забирайте психологическую базу. Итак, а тема сегодняшнего расклада, девочки, серый кардинал твоих неудач. Кто дружит против тебя с твоими врагами за твоей спиной? Самый страшный удар – это тот, который скорректирован твоим другом. В твоем окружении завелся серый кардинал. Этот человек пьет с тобой кофе, выслушивает твои планы на жизнь или бизнес. А вечером он может передавать краткий пересказ тем, кто тебя ненавидит. Он не просто сплетник, он связной. Он дружит против тебя, подпитывая твоих врагов информацией о твоих слабых местах. Благодаря ему те, кто открыто идет против тебя, всегда знают, куда именно бить, чтобы было больнее. Пока ты ищешь врага на горизонте, он сидит за твоим столом и подливает тебе чай. Итак, давайте посмотрим, кто же это человек. Первая у нас личность этого посредника. Кто это? Он друг, коллега, знакомый. Может, какой-то человек с доступом к твоей личной информации. Кто это? Вот сразу черная кошечка. Шифруется. По карте компас может появляться в твоей жизни, скорее всего, даже, может быть, поддерживать вас, когда вы в депрессии. Такой прям ангелочек. Может, кстати, появляться... ну сейчас я уточню, кто это. Сейчас. Сейчас надо уточнить. Так, это для начала это мужчина или женщина? Давайте уточним. Очень мне похоже на женщину, честно говоря. У кого-то женщина, а у кого-то, знаете... Ну, у меня вышел, не знаю. Вы мне сейчас напишите, да это же там мой бывший, это же мужчина. Император. Ну, тут такие карты, девочки, они, знаете, у кого-то, наверное, это женщина, а у кого-то это, может быть, женщина с таким, как вам сказать, мужским, даже характер, не характер. Может быть, стиль... если можно сказать, стиль мышления, да, вот как-то образ мышления может быть такой рациональный, конкретный, практичный, прагматичный. Хотя она тут так маски может это менять, эта женщина. И по императору я вам хочу сказать, вот тут у нее может быть амбиции, планы какие-то на жизнь тут. Свои планы. Другое дело, может быть, она о них вам и не говорит, не делится этими планами. Может быть, мало кто знает об этих планах. Тут тоже как-то так. Еще очень похоже на то, что как-то мне, знаете, это как будто бы человек может очень активный образ жизни вести, это женщина. При этом тут показано, мне, знаете, может быть связано юридически, какие-то бумаги, оформления. Как будто бы через нее могут проходить какие-то вот тут сделки, оформления. Вот тут такое все. При этом очень легко она входит в доверие к людям. И по тузу кубков, знаете, вот она рада, как будто бы прийти вроде бы как на помощь. При этом за этим кроется, не могу сказать, что прям бескорыстная какая-то там, уж не знаю, жажда помощи людям. А тут как будто бы все продумано, вот как-то так. То есть, если она у вас появляется на пороге, это женщина,
оно может все быть прикрыто вот таким, знаете, как бы ореолом заботы. Вот слушай меня, как я знаю, практичная. Я более практичная, чем ты. Тут даже не дело в том, что не факт, что она тут старше вас. Вообще не в этом дело. Может быть, даже она не старше вас. А тут он как выходит как какой-то чуть ли не ангел-хранитель, который лучше знает, как нужно себя вести. Может быть, в этом социуме, может быть, в котором вы там находитесь, будто бы лучше она находит контакт. Но она тут на самом деле как бы может найти контакт чуть ли не со всеми. Ну, такая, знаете, вот такая. Легко приспосабливается. При этом, ну да, она показывает свою одну как личину. На самом деле тут постоянно присматривает. Такое ощущение, как будто бы ей очень важно на контроле держать. В том числе и вас, ваше там, может быть, состояние какое-то. При этом вот присматривает, но тут же за спиной держит этот кинжал. В любой момент, как будто бы она готова, ну, пустить даже этот кинжал. В общем, сыграть. Знаете, как будто бы информацию набирает, а потом в любой момент даже та информация, которая, может быть, вы делитесь, она... Вы кто-то другой, она может против вас же и обернуться. Вот так как-то. Тут вот такой какой-то мне типаж показан. А карта компас, депрессия, ангел. Это как будто бы... Она может как будто бы искренне приходить на помощь. Да, но я не удивлюсь, если сама и поспособствует тому, что кто-то тут в депрессию в это впал. Состояние такое какое-то. Ну тут же вроде бы как она и помогает, да. Кстати, может быть, в моменте типа а-ля щедрой даже. Вот так мне, я уже не знаю. И ей приятно вот чувствовать свое какое-то вот, ну, то, что, ну, превосходство даже, может быть. Какая-то такая личность. Это из той серии, ну, это даже как самоутверждение какое-то. Может быть, знаете, вот вы с ней общаетесь, с этой женщиной, вы даже не догадываетесь, какие там сумасшедшие амбиции. Тут как у Наполеона. Не зря тут император вышел. Тут вполне возможно, что у женщины там такие планы. Планы какие-то там. Но вы так вроде бы даже не скажете, не подумаете. Оно может в каких-то моментах, в нюансах таких каких-то проявляться. Ну, ей важно очень, как будто бы держать под контролем все. Так, ладно, давайте теперь посмотрим основное. Это ваш друг? Да нет, уж точно не ваш друг. Это по пажу мечей, нифига не друг ваш, слава богу. Это коллега ваша. Ну, тут очень похоже на коллегу. Вы могли... Или это бывшая коллега, или это настоящая коллега. Ну, в настоящем сейчас. Какой-то человек с доступом к вашей личной информации. Вот уж точно. Кстати, мир хорошо дружит с... Как сказать правильно? С техникой. В том числе тут... носители информации любые. То есть о вас знает очень много. Действительно, по карте мир это соцсети, это умение, опять-таки, находить нужную информацию в очень короткий промежуток времени. С очень многими завязано. Может быть, это очень похоже, как вот на коллега по работе, которая может быть в таком, знаете, как амплуа заботливой, всезнающей, все контролирующей, подсматривающий, держащий все типа а-ля на контроле. Ну как-то так мне. При этом она очень не глупая, эта женщина. При этом она, повторюсь, тут по императору такие какие-то планы, амбиции. Но язычок такой колкий, если можно так сказать, колючий. Какие-то выражения, какие-то, может быть, язвительные, знаете, подтрунивание. Очень обидно, может что-то сказать по пажу мечей. Может, даже надо сказать что-то
а потом даже, блин, думать, нафига я такое сказала, ну уже все. Ну, такая какая-то, вот ты не глупая, очень не глупая и способная. При этом, когда кто-то в чем-то ее превосходит, чего бы это ни касалось, у нее тут такое раздражение и желание прям на место поставить, отомстить. Такая личность, вот я не знаю. Это очень похоже на, ну, прям, что-то по коллега по работе. Вот, что-то такое мне. Вполне возможно, даже вы, ну, мне прям интересно, часто вы с ней пересекаетесь, с этой женщиной? Тут черная кошка, тут черная кошка. В чем это? Карта освобождения. Сколько она? Часто? Не часто. Но тут такая женщина, как вам сказать, она не спрашивает вас, хотите вы, не хотите. Она приходит и будет делать то, что она как считает нужным. Как-то так вот, я даже не могу понять. И даже если вы думаете, что вот сейчас там она за вами не, допустим, не приглядывает, не держит на контроле ситуацию, вы ошибаетесь. Она постоянно как в тени, она пытается, может быть, информацию о вас собирать. Ну, тут такая какая-то, ну, в прямом смысле, как серый кардинал какой-то. Такая сигнификация у меня вышла этой женщины. Подпишись на канал и поставь лайк. Давайте смотрим. Основная роль этой женщины, да? Как она встроена в твою жизнь? Это доверенное лицо, свой человек какой-то, советчик. Но мы уже увидели, она там изо всех сил старается показать свою, как вам сказать, значимость, да? Может, она реально вам даже чем-то может помогать, это правда. Ну, советчик 100%. Такой человек будто бы более практичный. Человек более как бы мудрый, вот так вот даже. Так, ну давайте посмотрим роль. Как встроена она в вашу жизнь. Ну, давайте так. Мне так идет. Вот тут карта фатальна, тут карта это. Они говорят о том, что не зря она пришла в вашу жизнь. Вы с ней должны пройти какой-то урок. Опять-таки, урок касается, может быть, того, чтобы научиться различать карта дружба, ну, искреннее какое-то, и то, что на самом деле, да, человек прикрывает этой дружбой. В этих нюансах каких-то разобраться. Тут я не удивлюсь, если даже она заинтересована, вот эта женщина, создавать у вас какой-то такой, не знаю, у вас создавать иллюзию того, что вы там в чем-то не особо компетентны, вам нужно еще там до какого-то уровня дорасти, что она знает больше, она знает лучше, как делать. Как будто бы человек вот какими-то такими своими замечаниями, с одной стороны, может приходить вам на помощь, действительно, с другой стороны, она может сеять в вас вот эти вот ростки неуверенности в себе. И она в этом заинтересована как-то, она как подпитывается. Ну, ей нужно вот проявить свою какую-то, вот, ну, как будто бы, опять, значимость, самоутвердиться как-то, вот ей нужно. Она в этом очень нуждается. И это не только вас касается, тут еще других людей это касается. Ну, может быть, отчасти. Я даже не вижу тут, ну, по императору, да, вот не зря там император все-таки вышел на характеристику ее. Император тираничный, деспотичный, такой, который хотел бы управлять и управляет, наверное, своей какой-то империей. Особо не прислушивается к мнению других, при этом пытается как это быть, предусмотрительно, да, как-то просчитать, насколько там для него выгодно может быть на данном этапе с одними находить общий язык, да, против кого-то дружить. В этот момент
и, может быть, даже в открытую против кого можно проявляться. Тут как-то такие какие-то хитромудрые тут планы какие-то такие внутри. Мне настолько похоже, что вы вообще как будто бы далеки от этой темы, вы как из разных миров. Ну, она так привыкла жить, ей так привычно. При этом показано, знаете, вы на самом деле можете не замечать завязанные глазки у вас многих вещей, и даже токсичности какой-то. Вы можете это воспринимать как действительно периодически как заботу, как проявление внимания, как попытки, может, вас даже поддержать. Она в этом заинтересована, в том, чтобы вот такой образ создавался у вас. Но это настолько образ далек от действительности, да, карта феечка. Это как что-то такое сказочное. Ну, это как вроде бы как друзья, да. Вот даже вот она может так себя вести, и как-то оно транслируется, а вы как друзья. Но при этом, хотел сказать, Тамбовский волк тебе товарищ. При этом это как-то так токсичненько, аккуратно. Этот человек может, правда, как у вас, вымывать этот фундамент из-под ваших ног какими-то, может быть, даже такими фразами, как оно как закодировано, прям чуть ли не НЛП, да, какое-то программирование. Вроде бы вы как подсаживаетесь даже на эту иглу, вроде бы внимания и заботы, и поддержки, но при этом за этим идет там, ну, как двойные послания, да, вот вам говорят. Ой, какое красивое платье. Никогда не скажешь, что ему уже там 10 лет, да? И тут то же самое. Что-то такое, может быть, по работе, по вашим каким-то, не знаю, может быть, даже типа а-ля достижением, планом. Вот тут такое может быть. Ой, понятно. Так, давайте сразу дальше смотрим. Канал утечки. Через что уходит эта информация? Через разговоры, переписки, случайные какие-то оговорки, может быть, социальные связи. Через что уходит эта информация? Ну, смотрите, а тут уже мне показано, знаете, как будто бы это раньше вы были более наивны, по карте Лилии это чистота помыслов, где-то вот вообще чистота восприятия, может быть, окружающих людей, да, вот вы могли наделять вот тоже ее там или каких-то коллег, раз уже мы говорим коллеги по работе, знаете, такими качествами, которые, может, присущи вам. Ну, каждый воспринимает этот мир сквозь призму собственного вот этого видения этого мира. Вот то, что у вас заложено, вы, скорее всего, так воспринимали людей. Но это было раньше. Сейчас как будто бы вы уже этой информацией мало какой с ней делитесь, этой женщиной. Информация закрываете. Единственное, что она даже может вас как-то так иногда провоцировать, разговоры тут как-то может сама про свой дом, там, про взаимоотношения, может быть, вот одинокий волк. Где-то, может быть, даже такой, ну, между строк она чувствует себя там, может быть, я даже не знаю, как тут насчет одинокой, нет, но тут как-то вот тут могут быть какие-то разговоры такие провокационные, как будто бы вас они могут располагать, и вы как бы в ответ что-то можете сказать. Но тут даже нет, она даже может по большому счету ничем с вами, ну, делиться-то она, кстати, может, типа вскользь как-то так вот, да, как крючок забрасывает, а в ответ вы там что-то скажете, не скажете, и потом она сопоставляет все. Тут другое даже, тут больше даже выражено другое. Тут говорит информация о том, что тут у вас стены имеют уши, да, вот стена – это огромное ухо. То есть ей эту информацию кто-то вот сливает даже больше. И она сопоставляет это. При этом вам говорят, что карнавал, как будто все в масках ходят. Ну, я не говорю, что там все прям. Но аккуратно, рядом с вами тут люди, которые вот улыбаются, а могут потом ей же тут рассказывать что-то про вас. Одно, второе, третье. А вы тут где-то считаете себя, что, может быть, вы, ну, достаточно осторожны. Вы думаете, ну, ей же я ничего не говорю, да, допустим. Вы думаете, ну, я с ней же ничем не делюсь таким. И тут вам говорят, что тут
будто бы нужно сопоставлять, кому что вы говорите. Тут может быть абсолютно разные люди какие-то. А потом информация по-любому в ее ушки это вся вливается. Как-то так. Ну, так, я еще уточню, о чем этот идеал, талисман. Женя. Тут еще история о том, что, знаете, вы можете думать, ну, собственно, о чем я таком говорю, да, ну, я же ничего про себя, никакой информации такой не выдаю, ну, и что мне там бояться, там, не то, что бояться, там, это осторожничать как-то. А тут как-то так вам говорят, что даже какая-то информация, которую вы считаете, она какая-то безобидная, да, а вам говорят, она может как-то так перекручиваться. И даже эта женщина, она заинтересована в том, чтобы какой-то ваш образ, ну, идеальный тут идеал, карта, талисман, как будто бы вот опять-таки, как не то, что там грязь, в грязи вас вывалять, да, или как тень на плетень навести, но так как-то, дабы вплоть до того, чтобы против вас у нее какие-то были типа мини-компроматы, какие-то, знаете, такие рычаги управления. Вот она привыкла так действовать. И вам говорят, что аккуратно. Вот. Все в масках ходят тут. В этом сумасшедшем каком-то окружении, каком-то карнавал тут, не знаю. Что-то такое. Так что тут больше даже через каких-то людей к ней стекается информация. Может, опять-таки, коллеги по работе какие-то. Какие-то ваши фразы абсолютно они нейтральные могут быть. С ней вы, допустим, можете, как говорят, знаете, жаргонизм, фильтровать базар, да? Думаете, да что, я ничего вообще не говорю. А потом бах-бах-бах, и она что-то узнает, у нее картинка уже какая-то там есть по поводу вас. А вы думаете, нифига себе, и вспоминайте, а кому я это говорила? Ой. Давайте посмотрим, как это влияет на вас. Срывы планов, повторяющиеся какие-то удары по слабым местам, ощущение, что меня читают. Как это влияет на вас? Угу. Ну все, белая карта, все как будто бы больше не хотят ничего говорить. Давайте так, как это на вас влияет. Сейчас я посмотрю. Вот из этих карт я вижу, что как будто бы вы там можете мечтать о чем-то, строить свои какие-то планы, да. А она может у вас опять-таки как... Но опять-таки, как вот этот фундамент у вас, уверенность в себе, где-то, может быть, даже как-то косвенно, не напрямую, вот какими-то такими словами, замечаниями, как-то вот, знаете, даже ваше желание там, может быть, двигаться к своей какой-то мечте по карте звезда, да, вот может человек так перекрутить, вот, и вы вплоть до того, что тут то ли передумываете, то ли останавливаетесь на полпути, то ли уже начинаете сомневаться, да, при том, что потенциал у вас огромный, императрица. Но тут как будто бы отчасти ей очень выгодно, чтобы вы были опять в каком-то таком, ну не знаю, тут ручное управление, это не то чуть-чуть. Это как будто бы человеку очень выгодно, дабы вы, может быть, сомневались в себе, дабы вы были уязвимы. Ну так вот как-то мне идет. Тут вот больше какой-то такой вот, как, правда, как НЛП какое-то воздействие. Там что-то полфразы, там как-то. Потом все вместе, оно как-то как снежный ком какой-то собирается. И вы, в общем, думаете, блин, да может мне не нужно там что-то в своей жизни менять. Да может быть там что-то там я неправильно поняла. Какое-то такое вот идет. При этом она как-то, вот, знаете, даже напрямую может вас и хвалить даже тут. Как-то так. Ну, вот,
в общем, картинка как такая складывается, как будто бы человек вас уже очень хорошо изучил. Может быть, даже лучше, чем вы сами себя. Так, нарцисс, это о чем? Паутина. Ну вот это тоже, знаете, она может даже вас хвалить где-то. Знает ваши какие-то слабые места. Вот так вот может вот попытаться, может, где-то вас даже спровоцировать. Да, но вот тут из-за этой какой-то похвалой потом вы посмотрите, как какая-то идет схемка такая, шажочки какие-то, хоп, и вы уже как в паутине, вы уже вроде бы как то ли с ней получаетесь как на одной стороне против кого-то, да, вот как-то так, то ли вы, вот она вас там похвалила, там что-то такое может вам сказать, там приятное, а после этого вам как бы, ну, неудобно и там, может отказать ей в чем-то. Это даже может быть какие-то мелочи. Ну, просто я говорю, как это все выстраивается, как это там так происходит. Ну, тут срывы планов ваших каких-то. Причем это даже может быть на уровне, вот вы только-только о чем-то там даже мечтаете. Даже не обязательно говорите ей. А вот как-то так вот. Удары по слабым местам тут тоже. Я же говорю, она вас хорошо изучила. Она тут может сразу бить по нескольким, допустим, знает там, если у вас есть там, не знаю, что, комплекс там вины, да, или еще что-то такое, какие-то вот такие нюансы. Она будет вот туда бить, она будет вот делать акцент на этом. Знает там ваш комплекс там с хорошей девочки, да. Вот она будет это использовать. Там еще что-то, там где-то гордыня, может быть, да, ваша. Может, какой-то даже ваш эгоизм. Даже какое-то ваше желание, вот, ну, не знаю, тут у каждого свое. Тут разные девочки. Так. Ну, тут, ну да, тут я выложила на карту болото. Да, это такое ощущение, как будто бы ей очень важно, чтобы вы не в полной мере раскрывались, не в полной мере там, знаете, как бы смело шли к своим каким-то целям. Дабы как-то с оглядкой, где-то так боялись вы там в капкан какой-то попадете. Вот лишний раз, как будто бы даже она вам типа протягивает руку помощи. Даже вот так может быть. Это вот. Но при этом это цель этой женщины, вот как марионетка, вас дергать за ниточки. Ну, в своих целях она вас использует. Да, и вы как в лабиринте. Вроде бы ничего плохого человек как бы и не делает, но на самом деле, вы понимаете, ваши какие-то вот эти сомнения, ваши какие-то там переживания, это все анализируется, и, скорее всего, действительно люди, которые в открытую даже могут против вас выступать, вот вполне возможно, она информацию туда по поводу вас сливает. Причем она не глупая, у нее такой какой-то действительно рациональный ум, такой склад ума. Она вот четко понимает ваши вот эти болевые точки. Ну, вот основное, давайте, что там посоветуют карты, как вам себя с ней вести, основное. Карта неустойчивая. Ну, в страхах каких-то находиться сразу вам говорят, смысла нет. Вы только свою энергию отдаете. Не нужно тут бояться того, что даже, знаете, лишний раз вы тут открываете свое сердце, но говорят, ну, просто ты уже предупреждена, ты знаешь, ей нельзя открывать сердце, с ней нельзя быть искренней, да. А вообще с ней очень аккуратно надо быть, потому как она умеет договариваться с людьми, которые рядом с вами находятся, с окружением. А в открытую, то есть тоже противостоять ей тут, ну, не вариант, я вам хочу сказать. Тут как будто бы ваше окружение, она имеет огромное влияние на это окружение. Она в любой момент может действительно людей, знаете, как перепрошить. Тут она дружит против кого-то, завтра она может дружить против вас, если вы в открытую пойдете. Но вам предлагаю, знаете, как вариант, ну,
вам нужно находить ну, в этом вашем, может быть, коллективе, в этом социуме, о чем мы говорим. Тут и единомышленников, и действительно быть искренне проявляться к ним заботой, вниманием, поддержкой. Вот такое вот, чтобы это было даже на уровне, знаете, вот есть, чтобы в ее окружении были люди, которые искренне вам симпатизируют. Может быть, даже они вас в какой-то момент будут, ну, такой, знаете, для вас стрёмный, как тут небеса разверзнутся, и тут молния шандарахнет. Но они будут помнить ваше там добро, ваше внимание, вашу поддержку, ваше открытое там сердце, да, вот. И они могут вам протянуть эту руку помощи, может быть, даже предупредить, и вы сможете избежать этих каких-то даже капканов, неприятностей, вот этих слезок каких-то избежать. Ну, вот так мне показывают. Все, мои хорошие. Такой был расклад, да. И ощущение утечки контроля часто возникает там, где нарушены границы доверия и нет четкого разделения личного и общего. Но вы тут уже, я так понимаю, догадываетесь о том, что лишний раз вообще не нужно о себе какую информацию, да, рассказывать, делиться. Но все равно я вижу там, вы делитесь, но вы делитесь с какими-то людьми, которые ей потом докладывают. Вот так вот оно идет. И информация это действительно может становиться инструментом влияния, даже без прямого злого умысла. То есть тому человеку, которому вы рассказываете, он может без злого умысла потом, повторюсь, вот делиться с этой дамочкой, с этим серым кардиналом, да. Ну, и чем яснее вы понимаете, кому и в каком объеме вы доверяете, да, тем меньше пространства остается для искажений и манипуляций. И защита это не поиск серого какого-то кардинала, а выстраивание этой структуры, в которой ваша информация, она перестает быть уязвимостью. Все, мои хорошие. Спасибо за то, что вы были со мной. Удачи вам во всем. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.